Привет! Ну что, остыли реки и земля остыла, как говорится, и чуть нахохлились дома. Видели уже, да, поздравления Петра Алексеевича Порошенко? Я думал, что в этом году, как и в прошлом, прилетят его дети. Они один раз в году прилетают из Лондона, легенда такая есть, для того, чтобы поздравить украинский народ вместе со своим папой. Но на самом деле не прилетели, решили не прилетать. В общем, мне понравилась подводка. Вот подводка, это обычно вот в Новый год так оно и есть. Причем мне есть с чем сравнивать. Я вижу, как на Западе происходит поздравление с Новым годом. Знаете, ну там никому в голову не придет. Даже в Бельгии никому в голову не придет вот пустить там подводкой какие-то теракты, еще что-то. Ну что-то, мы же не в Бельгии, поэтому погнали. Это наше достижение, конечно же, они усиков вставляют. Перед боем надо его докапывать. Ну и война. Война, мать родна. Они на самом деле разослали вот эту вот штуку по всем телеканалам. Они посчитали, что это на самом деле важно. Вот то, что там сказал Порошенко, вот это вот голосование. МРИА, к которой современное руководство Украины имеет самое прямое отношение. Конечно же, Джамала. Джамала это победительница всего. Ну, Надя, вы видите. Тут и другие будут. Ой, ты что ты, мой хороший. В общем, вот год прошел так. Шеремета. Ну, как-то быстренько такая, чтобы реально не смущать. Вопросы, чтобы в голове не рождались. Побольше армии. Побольше танков. Паралимпийская сборная, это понятно. Задержанный в Крыму журналист. Это тоже очень важно. Всякие, я не знаю, ПАСЕ, ШМАСЕ. Ракета полетела. Явно один из двигателей наш. Трамп, Луценко, Янукович. Ну что-то такое, как бы с победами не очень, я не знаю. Они, понятно, вы помните наш вчерашний опрос, и там в вопросе тоже было, какие побед добилась Украина. И там была Джамала сплошная и сплошные паралимпийцы. Усик, конечно же, без сомнения. Боксеры, паралимпийцы. Ну что, дадим слово Петру Алексеевичу. Я дуже щаслива, що я можу привітати всю Україну і її прекрасну частину. То, что я сказал, как вчера в вопросе, который я опубликовал, какие наибольшие достижения Украины вы видите, вот так оно и получается в поздравлении Петра Алексеевича Порошенко. Джамала, наша победа. Я не ем хайрли олсу. Я не ем, говорит, халвы с алсу. Я тоже не ел, Джамала, и что здесь такого? Ми переможемо, українці. Все как в предыдущем опросе. Джамала, паралимпийцы. Но вот про этого человека я даже не подумал, что он может почему-то участвовать в поздравлении к украинскому народу. Дорогі українці, братні європейські народи. Ну и какое поздравление без бойца на фоне танка. Вірю в своїх побратимів, бо ніхто крім нас не захистить нашу Україну. Не лише діти, але кожен з нас, незалежно від віку, вірить в диво. И я на самом деле поверил в чудо, увы мне. И я подумал, что может быть в этом году обойдемся без российской агрессии в поздравлении на Новый год-то. Особливо в цей святковий час. Вот именно в это еще и праздничное время, когда все празднуют, все радостью наполнены. Ми подолали шок від руйнування частини індустріального потенціалу, спричиненого військовою агресією. Да ладно, он решил начать, опять-таки, с агрессии с этой. Но он не начал с того, что он начинал в 2015 году, когда переходили мы в 2016 год. А я напомню, что он там обещал. Рухнет эта бумажная завеса и... Наступного року впаде паперова завіса між Україною та Євросоюзом. Громадяни нашої держави зможуть вільно відвідувати Європу як у справах, так і для відпочинку, гуманітарного обміну. В этом году он решил вообще не упоминать о безвизовом режиме. Ну и правильно, потому что, знаешь, просто сделаем вид, что не было того обещания, пророческого обещания. Так само, як і від ворожого закриття Росією ринку для наших товарів від торговельної та транспортної блокади. Вот про это закрытие рынка, вражеское закрытие России своего рынка, России, напомню, той, с которой мы воюем, она еще и рынок закрыла, какая подлая все-таки. Он ноет уже второй год подряд как минимум. Адже закриття Москвою ринків для українських товарів і українських виробників – потужна економічна агресія.
Ну ладно, хватит с этими всеми поздравлениями. Давай-ка лучше про обороноспособность страны. Новогоднее поздравление. Ми зміцнили нашу обороноздатність. Вам не кажется, что Петр Алексеевич нелеп в своем новогоднем поздравлении, где танки, пушки, контрактная армия? Не кажется? Армія стає контрактною, а захисник вітчизни – одна із найшляхетніших професій. Конец 15-го года не сильно отличается от конца 16-го. Неужели и 17-й будет такой же классный, как 16-й? Не взяли військовим штурмом, намагаються задушити економічно і підірвати соціально. Але нічого в них не вийде. Пытались задушить, но не задушили. Он бы мог сказать даже четверостишьем. У меня морда стала шире, значит нас не победили. Ну теперь давай про главную победу этого года. Это просто пишаюсь. І вперше в історії не купили жодного кубометру газу з Росії. Мы купили этот газ из Словакии. Тот же самый российский газ, но дороже. І це великий крок до енергетичної незалежності нашої держави. И вроде даже хочется немножко поспорить, но тут и не поспоришь. Да, это реально большой шаг к энергонезависимости. Як єдиний народ ми раділи перемозі Джамали на Євробаченні. Паралимпийцев надо не забыть. Кстати, я на самом деле горд победе паралимпийцев. Но просто когда говорят только о 2 победах, и говорят о них все. Ну, правда, стоп, еще украинские боксеры есть, да. Усика докапывали, психику ему расшатывали, всякие вонючие каналы 1+1, это уже, наверное, Петра Алексеевича Порошенко канал. Ну вот, и другие там, когда там, вот, а скажи, Крым это Украина или это не Украина, вот это вот все. Перед боем нельзя было, а сейчас вдруг все гордятся, а это что? Величезному успіху українських паралімпійців Теперь он рассказывает то же самое, что он рассказывал в конце 2015 года, что вот это политическое противостояние, ну нельзя, не сейчас, Родина в опасности, Я еще не всю страну приватизировал, подождите. і влучним ударом наших боксерів. А так как экономика у нас уже впереди, то вы представляете, что будет, если она назад пойдет, ой-ой. Бездумне політичне протистояння може дуже легко повернути економіку назад. Короче, если вы будете шатать, расшатывать трон под Петром Алексеевичем, то мы все умрем. В піке політику занурити в анархію, а країну зробити легкою здобиччю агресора. Что-то маловато про обороноспособность в новогоднюю ночь. Давай еще. Посилення нашої обороноздатності. О, хорошо, потому что я начал волноваться. Очень мало про обороноспособность страны в новогоднюю ночь. Дальше он рассказывает про сближение с Европейским Союзом. Это какое именно он сближение имеет в виду и в каком месте? Зміцнення міжнародної підтримки України, зближення з Євросоюзом і НАТО. Ну ладно, стоп, как-то отвлекся вроде. От обороноспособности отвлекся на НАТО. Знаете, давай возвращайся к обороноспособности. Давай про бойцов, давай. Згадаємо наших земних ангелів-хранителів, славні українські воїни. И чем бы закончить новогоднее праздничное обращение? Хотя какой может быть праздник? Родина же в опасности. Російська окупація – це тимчасово. Ми обов'язково об'єднаємося. І все буде добре. Слава Україні! І з Новим роком! В прошлый раз он завершил иначе. Україна буде європейською, сильною. Но как в прошлый раз появился вдруг герб Евросоюза. Я пересчитал, да, 12 звездочек. И я еще подумал, а почему не на фоне украинского флага, а герба Евросоюза? Это к чему это? Это я подумал в 2015 году, в конце 2015-го. И тут гляжу, а в этом году то же самое. Звездочки, и они так бэм, и каждая переворачивается. Знаете, как будто бы в конце ждет джекпот. Но если дошли до того, и уже 2 года подряд, как минимум, что не на фоне украинского флага и герба это бой курантов, а на фоне звездочек Евросоюза, которые открываются и в конце будет джекпот, то может не худо уже вместе с Брюсселем праздновать, и гражданам надо обращаться не по-украински, а по-английски. По-английски давай в следующий раз. Джекпот. Точно, все. Вы выиграли. Смотрите, последняя звездочка открывается. И на вас летит золото просто. Я знаю, о чем Петр Алексеевич Порошенко, если он еще останется президентом, будет говорить в конце этого уже, 2017 года.
Я знаю, что речь его не сильно будет отличаться, потому что Петр Алексеевич любит повторяться. Те, кто ему пишут эти речи, не любят думать головой, что в праздник хорошо бы что-то праздничное, доброе, хорошее, вне зависимости от того, что происходит у тебя в стране. Люди хотят слышать что-то позитивное, а не армия, обороноспособность. Ну и, понятно, Джамала с паралимпийцами. В общем, Петр Алексеевич в этом году не удивил. Кто-то от него что-то другого ждал. С Новым годом, друзья! Пока!